Привет, дорогие друзья! Давно я не записывал видео и решил поделиться такой историей интересной, на мой взгляд. Как у нас рабство процветает. Как я понял, как слышал от человека, от одного. Удивительно даже. Есть у меня родственник один. Мы с ним очень редко общаемся. Поругался он с семьей своей. Ему 73, по-моему, или 74 года. То есть достаточно такой пожилой, но ходит, бегает. То есть, так. Живчик, так сказать. Жил он в хостеле этим летом 24-го года. И поехал, я что-то не помню. В общем, поехал он на Курский вокзал. Немного они выпили там с товарищем. То ли кого-то встречали, то ли кого-то провожали. Подходит, говорит, человек к нам. Стоим, говорит, пиво пьем, подходит к нам человек. Подъезжает таксист. Машина прям такси, все. Желтого цвета, с этой шашечкой. Там Яндекс, неважно. И говорит, ребят, что делаете, как? И начинает разговаривать с ними. Они говорят, мы там что-то ждем кого-то, что ли, туда-сюда. Он говорит, хотите выпить? Они хотим, бесплатно, если. Он говорит, садитесь в машину, они сели в машину, он прям бутылку достает, говорит, там вода какая-то была запить, и что-то какая-то шоколадка, что ли, что-то типа того, и яблочко. И начинает им показывать фотографии, рассказывать, говорит, ребята, не хотите ли поработать, съездить туда-сюда, в Дагестан? Махачкала, по-моему, город, что ли. И начинают им какие-то фотографии показывать, какие-то фермы, страусиные, что ли, что-то такое. Говорит, смотрите, там работники работают. Они такие, да. Представляете себе, повелись на эту дурь. Серьезно говорю, прям на эту дурь повелись. И он такой, если готовы ехать, собрались, то, говорит, поехали прямо сейчас. И повез он их на какой-то вокзал. И не помню я этих тонкостей, неважно. Сажает их в автобус, договаривается с водителем. И они прям на автобусе в этот же день, точнее вечер, едут в этот город, по-моему, Махачкала называется. Их по дороге кормят. Я говорю, а ты как вообще? Он говорит, у меня паспорта нету, а было пенсионное удостоверение. Карта москвича, что ли, что-то такое. По-моему, все. Чтобы в метро ездить и на автобусе. Пенсионный, я тоже не знаю, что это так прикладывается. Карта, все, говорит, документов больше ни у меня, а у парня вообще паспорта не было, а был тоже какой-то проездной типа тройки. Сажают их в автобус и едут. Несколько остановок делали, кафе, туалеты, все, говорит, бесплатно, нас кормят, поют. Какие-то посты ГАИ, то есть проезжаем вообще без проблем. Документы, единственное, где-то проверяли, их спрятал, автобус остановился, их спрятал в багажном отделении, туда просто этими закидали, мешками. И все, и проехали таким образом пост. Это все 2024 год. Не доезжая Махачкалы, по-моему, 5 километров, автобус останавливается на остановке, им говорят, вылазьте, сейчас за вами приедет машина. И этот мой знакомый такой говорит, что-то я понимаю, что что-то не так. Я говорю, а ты что, раньше вообще не мог, что ли, понять? Ты ехал там 2 суток, условно, на автобусе, ты не понимаешь, что тебя кормят, поют не бесплатно. Он говорит, да как-то так. Водочка туда-сюда. Их поили постоянно. Где-то часа 2 они стоят на остановке, там какой-то парень, что ли, приехал, с ними стоял, там тоже их поил, там, алкоголем. Алкоголь нормальный, закуска тоже неплохая, сигареты давали, вообще без проблем с этим. Проблем вообще нет. И приезжает какой-то джип, там парень, говорит, поехали, автобус туда не доедет, сейчас, говорит, я вас довезу на машине. И везет их куда-то от дороги, где-то километров 5, наверное, 7 примерно. Говорит, ехали мы часа 2, наверное, точно, потому что там какие-то ухабы, эти камни, то есть дороги как таковой нету. Машину он запомнил, по-моему, Toyota какая-то была. И привозят их, прям, говорит, я уже понимаю, что нас везут куда-то. И прям все. Кирпичный завод. Открывается там шлагбаум, заехала машина, их высадили. Сразу их повели, по-моему, в столовую. Что-то они умылись, там покушали, тоже им налили, но уже немного. То есть, условно, там чекушку на 2. Они выпили, посидели, их там народу, говорит, вообще просто полно. Просто народу очень много. Повели их, по-моему, к какому-то мужику. В какой-то бытовка там стоит с кондиционером, говорит, так все там круто у них, телевизор, там спутниковое телевидение. Начали расспрашивать, что, откуда, сколько денег хотят заработать и все такое. И, собственно, мой такой знакомый говорит, вы что, ребят, мне 70 там с чем-то лет, они смотрят на него и вообще не понимают, зачем такого человека вообще привезли туда. А молодого пацана, там пацан был где-то до 30 лет с ним, ехал, тоже такой, он тот-то москвич, мой знакомый, а этот вообще из глубинки. И они такие, мы этого оставляем парня, а деда, говорит,
Говорит, пусть переночует, и завтра с утра за ним машина приедет, и на автобус его посадим, и пусть едет обратно к себе в Москву, потому что, ну, он там зачем нужен-то, 70 лет, он там, ему лекарства и все такое. В этом плане, как бы, они нормально. Вот. И молодого пацана забирают к другим там людям, ну, не заставляют ничего делать, просто там уже вечер, по-моему, был, то есть там они поужинали, что-то туда-сюда, в общем, вводили в курс дела, так сказать, что надо делать ему. Сигарет им дали, ну и, собственно, ночь наступает, его поселили к какому-то мужику, ну, этот мужчина, в котором они поселили, он, видимо, был на хорошем счету, у него в этой бытовке он жил один, обычно они там живут по несколько человек, он жил один, у него был кондиционер и телевизор. И он там у них работал. И работал он у них реально как бы, ну, то есть, ну, работал. То есть он в любой момент, по идее, мог уехать домой. То есть как такового рабства сейчас нет. Людей туда завозят именно вот таких, которые там, ну, типа бомжи или там алкоголики, или которым вот реально делать нечего. А там их кормят, поют, какие-то деньги им платят. Я не помню, но что-то там им платят. А эти деньги они, в принципе, оставляют в том же магазине. Но это они приходят в магазин, что-то им надо, они прям эти деньги там и оставляют. Или заказы какие-то делают из города. Там хочу виноград, ну, условно, с бананами. Вот им привозят. Ну, и, грубо говоря, там 15 тысяч в месяц им платят. Он мне, кстати, называл сумму, ну, не помню. Ну, какие-то такие деньги, типа там 10-15 тысяч в месяц, что-то такое. Как такового рабства там нет, повторюсь. Тебя, в принципе, не держат, но и не отпускают как-то вот так вот. Там была женщина-повар. Она приезжала туда на несколько месяцев. Уже несколько лет она там работает. Там у них как бы смена, она там, по-моему, на 4 месяца, что ли, туда приезжает, и, в принципе, платили ей по тем деньгам, по-моему, 75 тысяч рублей. Ну, вот не по, ну, по нашим деньгам, что тут полгода, условно, прошло, там, летом это был август месяц. По-моему, 75 тысяч ей платили. Ну, понятно, она там живет, никуда не выезжает, то есть вот она приехала на вахту и вот работает. Ну, понятно, еда бесплатна, там сигареты, алкоголь, все это тебе предоставляют. Поют их алкоголем там, по-моему, бутылка на день. Вот с утра они встали, выпили, днем и вечером. И им наливают. То есть бутылка как бы тебе не дают прям бутылку, а тебе наливают. Вечером тебе остается, по-моему, 200 грамм водки на ночь. Ну и, собственно, происходит такая ситуация, что утром они просыпаются. Дед, вот мой знакомый, я его буду дедом называть, подходит, ну, как бы к главному, говорит, ну, мне домой надо, когда машина приедет. Он говорит, ну, через час приедет. Он звонит, прям говорит, там, типа, Ахмед, ты где? Он говорит, ну, типа, я еду. Прям на громкой связи. Он говорит, мы тебя не обманываем, пожалуйста, сейчас за тобой машина приедет, и езжаю к себе домой, в Москву. Он говорит, я без этого парня не поеду, мы с ним, типа, работаем вместе, живем, как бы мой хороший знакомый. Ну, в общем, можно сказать, он его таким образом и спас. То есть он зацепился за этого парня, и говорит, я без него не поеду, и все. А эти, наоборот, от него избавиться хотят, от этого деда. Типа, мало ли ему плохо станет, что с ним делать. И, короче, они в итоге там, по-моему, прожили 3 суток. То есть они этого пацана не хотели отдавать. Ну, как они не хотели? Они, типа, да вот, да, может быть, он привыкнет, да ладно, там, типа. И вот как-то вот так вот у них разговор такой шел. Ну, в общем, потом вот на последние вот эти 3-й или 4-й сутки все-таки он их там замучил этими, не поеду, ну, без него не поеду, и все. Ну, в общем, они их отправили. Точнее, они вообще, говорят, мы решили пешком пойти с этим парнем. Через шлагбаум прошли, как охраны там то ли не было, ну, как таковой там охраны нет, там идти некуда, там поле, грубо говоря, каменное. И их догнали на машине, где-то через час они, что ли, шли уже. А Махачкалу, вот этот город, вот, по-моему, Махачкала, его, говорит, видно прям там, но идти очень далеко. И представляешь, говорит, мы практически около города, за нами машина прям приехала, говорит, нас обратно забрали, отвезли, говорит, сейчас мы вас отвезем. Ну, кстати, я у него спрашиваю, а как там вообще себя ведут? Вот он говорит, да никто никого не бьет, никаких наказаний вот таких вот, чтобы бить кого-то, там, издеваться, такого, говорит, нету. То есть там какие-то условия создают, что вроде и тебе там хорошо, ну, как бы ты бухаешь, бухарик, да, ну бухай вот и работай, ну типа того. Праздники, пожалуйста, там барана зарежут, сидишь, отдыхаешь. То есть вот, ну, какое-то рабство, не рабство, что ли, непонятно. Но в принципе, если ты оттуда хочешь уйти, то, говорит, вряд ли тебя отпустят. Только убегать, и то как-то в каком-нибудь городе тебя поймают. Телефоны, кстати, не отнимали у них, ни у того парня, у него был какой-то смартфон, и вот у деда у него был кнопочный телефон. Вообще, говорит, не отобрали ничего. Единственная зарядка у него села, он там попросил, ему там кое-как нашли, зарядили. Вот, но в итоге мы-то его потеряли, мы же не знаем, где он, недели нет.
его неделю нет, а обычно там созваниваемся в течение 2-3 дней. И он звонит нам, этот дед, говорит: ребята, спасайте, помогите. Мне, говорит, нужно 7 тысяч, по-моему, или 5 тысяч рублей. Мы такие: что случилось? Ты вообще где? Куда пропал-то? Он такой: я вот в Дагестане. Мы вообще в шоке. Говорю: как? Куда? Зачем? Какой Дагестан? Он говорит: ну, приеду, расскажу. Кидайте на карту какому-то там дядьки, номер продиктовал. А я думал, это мошенническая схема какая-то идет. Я долго не хотел, отпирался от этих переводов. Я говорю: пусть, если это автобус, пусть пришлет фотографию, что какие автобусные перевозки, там еще что-то. И слышу, там кричат уже: эй, быстрее деньги кидай, мы сейчас там через 5 минут уже отправляемся на Москву, вот как-то так. Ну, я уже думаю, ну куда деваться? Ну и цены, господи, деньги там 5-7 тысяч не такие уж и большие, если их, ну, потерять. Ну и перевели этому какому-то там мужику. И все, телефон у него выключается, и все, и не работает. И я такой понимаю, что либо он меня обманул, этот дед, ну, на бухло себе так реально решил, ну, как бы пошутить. Либо с ним что-то случилось, меня прям трясти начало. Я думаю, что делать, непонятно уже. Думаю, как-то заявление в полицию, что ли, писать. И проходит где-то часа 3 или 4. Мне смс-ка приходит: абонент в сети. Я прям мгновенно начинаю звонить. Он берет трубку, такой уже, ну, чувствую, пьяненький. Я говорю: ты где? Он такой: а я такой-то город проезжаю. Я говорю: что, серьезно, ты едешь? Он такой: да, все нормально, мы уже типа несколько часов едем, вообще без проблем. Кинь, говорит, еще там мне что-то 500 рублей, что ли. Мне, говорит, пить охота и что-нибудь перекусить купить. Ну, мы ему там 1000 рублей еще, этому водителю, перекинули. Вот. Но опять же, я говорю, меня сомнения еще берут. Думаю, блин, ну как так, Дагестан, туда-сюда. Ну и проходит где-то сутки или, по-моему, 1,5 суток или 2 суток, что ли, туда ехать. Этот дед приходит ко мне домой, и вот эту историю начинает мне рассказывать уже во всех подробностях. Я такой: ничего себе. Говорю: как тебя, 73-летнего деда старого, угораздило повестись на этот бред, что тебе там будут миллионы платить в Дагестане? Весь Дагестан в Москве работает, на какой-то там ферме страусиной. Что у нас здесь в Москве? Ну, не в Москве, там, я условно говорю, там в Подмосковье нет страусиных ферм, что ли. Ну, в общем, вот такие вот дела. Этого молодого парня он оттуда вытащил, вот они вместе с ним ехали. У него там были какие-то деньги, он заплатил тоже за билет себе. Ну, вот так вот они приехали домой. Так что вот такая история. Ну, это так, на будущее, мало ли, кому пригодится. То есть имейте в виду. Видите, как интересно рабство? Ну, как-то вот сложно. Как бы, ну, понятно, что оно завуалированное, так сказать, это рабство. Так что предупредите своих всех, знакомых, близких, что может быть вот такое вот происшествие. А выбраться оттуда уже будет проблематично. И слава богу, если у вас будет телефон, смартфон, чтобы GPS включить, вот так вот хотя бы родным кинуть смс-ку или в WhatsApp какой-нибудь, хотя бы геолокацию какую-то отправить, чтобы там уже приехали с милицией, ну, с полицией, и уже вас вытаскивали оттуда. Ну, не вас, я имею в виду, кого-то из ваших родственников, не дай бог, так попадете. Так что вот такое дело у нас процветает еще в 2024 году. Так что будьте внимательны и осторожны. Ну все, всем всего хорошего, приятного вам вечера.